Существует огромное количество информации о том, как оставаться здоровым. Не откладывайте это. Сделайте это сейчас. Когда мы становимся старше, мы хотим чувствовать себя прекрасно, чтобы продолжать испытывать новые приключения. Я прочитала кое-что некоторое время назад, что меня заинтриговало. Это была статья о медицинской школе в Сан-Франциско, которая обнаружила, что то, как мы стареем, не определяется генами, а чем-то, что они называют установочной точкой старения, биологическими часами, которые существуют в нашем сознании. Этот механизм на самом деле контролирует, когда и как мы начинаем стареть. Установочная точка или часы старения регулируются в значительной степени одним важным фактором – нашим отношением к старению. Например, если вы верите, что 35 лет – это средний возраст, то эта вера запускает биологические изменения в вашем теле, которые ускоряют процесс старения, когда вы достигаете 35. Разве это не увлекательно? Где-то, как-то мы решаем, что является средним возрастом, а что старостью. Где вы устанавливаете эту установочную точку старения внутри себя? У меня есть образ в голове, что я буду жить до 96 лет и все еще буду активной. Поэтому очень важно, чтобы я поддерживала свое здоровье. Также помните, что то, что мы отдаем, мы получаем обратно. Будьте внимательны к тому, как вы относитесь к пожилым людям, потому что когда вы станете старым, именно так с вами будут обращаться. Если вы верите в определенные концепции о пожилых людях, вы снова формируете идеи, на которые ваше подсознание будет реагировать. Наши убеждения, наши мысли, наши концепции о жизни и о себе всегда становятся реальностью для нас. Я верю, что вы выбираете своих родителей до того, как родитесь, чтобы научиться ценным урокам. Ваше высшее «Я» знало, какие опыты необходимы вам для продвижения по вашему духовному пути. Поэтому, чтобы вы не пришли проработать с вашими родителями, займитесь этим, независимо от того, что они говорят или делают. Вы здесь в конечном итоге, чтобы любить себя. Как родители, позволяйте своим детям любить себя, предоставляя им пространство, чтобы чувствовать себя в безопасности и выражать себя положительными и безвредными способами. Также помните, что так же, как мы выбираем своих родителей, наши дети тоже выбрали нас. Существуют важные уроки, которые нам всем нужно проработать. Родители, которые любят себя, понимают, что так им легче учить своих детей любви к себе. Когда мы хорошо себя чувствуем, мы можем учить своих детей самоценности на собственном примере. Чем больше мы работаем над любовью к себе, тем больше наши дети поймут, что это нормально. Все теории в мире бесполезны, если нет действий, позитивных изменений и в конечном итоге исцеления. Когда мы испуганы, мы хотим контролировать все, и тогда мы блокируем поток добра. Доверьтесь жизни, и все, что нам нужно, уже здесь есть для нас. Сила внутри нас готова дать нам наши заветные мечты, и огромное изобилие уже сейчас, мгновенно. Проблема в том, что мы не открыты для получения. Если мы чего-то хотим, наша высшая сила не говорит «я подумаю об этом». Она сразу же отвечает и отправляет это. Но мы должны быть готовы к этому. Если нет, оно возвращается в хранилище невыполненных желаний. Многие люди приходят на мои лекции и сидят со скрещенными на груди руками, и я думаю, как они собираются впустить что-то внутрь. Это замечательный символический жест – широко открыть руки, чтобы Вселенная заметила и ответила. Для многих это очень страшно, потому что если они откроются, они подумают, что могут получить ужасные вещи, и, вероятно, так и будет, пока они не изменят то, что внутри них верит, что они притянут бедствие и мрак.
Когда мы используем термин «процветание», многие люди сразу думают о деньгах. Однако существует много других концепций, которые подпадают под понятие процветания, таких как время, любовь, успех, комфорт, красота, знания, отношения, здоровье и, конечно, деньги. Если вы всегда чувствуете спешку, потому что у вас недостаточно времени, чтобы сделать все, что хотите, значит, у вас нехватка времени. Вы бедны во времени. Если вы чувствуете, что успех вне вашей досягаемости, значит, вы его не получите. Если вы считаете, что жизнь обременительна и напряженная, вы всегда будете чувствовать себя некомфортно. Если вы думаете, что не знаете многого и недостаточно умны, чтобы разобраться, вы никогда не почувствуете связь с мудростью Вселенной. Если вы чувствуете нехватку любви и у вас плохие отношения, то вам будет трудно привлечь любовь в свою жизнь. Что касается красоты, вокруг нас полно красоты. Вы испытываете ту красоту, которая изобилует на планете, или видите все как уродливое, бесполезное и грязное. Каково ваше здоровье? Как часто вы болеете? Легко ли вы простужаетесь? Мучают ли вас боли и недомогания? Теперь о деньгах. Многие из вас говорят мне, что в вашей жизни всегда недостаточно денег. Что вы позволяете себе иметь? Или, возможно, вы чувствуете, что у вас фиксированный доход. Кто его установил? Ничто из вышеперечисленного не имеет отношения к принятию. Люди всегда думают: «О, я хочу получить это и то». Однако изобилие и процветание заключаются в том, чтобы позволить себе принимать. Когда вы не получаете то, что хотите, на каком-то уровне вы не позволяете себе это принять. Если мы скупимся на жизнь, то жизнь будет скупиться на нас. Если мы крадем у жизни, то жизнь будет красть у нас. Быть честным с собой – это слово, которое мы часто употребляем, не всегда понимая истинное значение честности. Это не связано с моралью или желанием быть хорошим. Честность в основном – это акт любви к себе. Главное значение честности в том, что все, что мы отдаем в жизни, мы получаем обратно. Закон причины и следствия всегда действует на всех уровнях. Если мы унижаем или осуждаем других, то и нас будут судить. Если мы постоянно злимся, то будем сталкиваться с гневом повсюду. Любовь, которую мы испытываем к себе, поддерживает нас в гармонии с любовью, которую жизнь испытывает к нам. Например, представьте, что вашу квартиру ограбили. Вы сразу думаете: «Я жертва, моя квартира только что ограблена. Кто это сделал со мной?» Это ужасное чувство, когда такое происходит. Однако задумываетесь ли вы о том, как и почему вы привлекли этот опыт? Снова взять на себя ответственность за создание собственных опытов – это не то, что многие из нас хотят принимать все время, возможно, только иногда. Нам гораздо легче обвинять что-то вне себя. Тем не менее, наше духовное развитие не может произойти, пока мы не признаем, что внешние ценности не имеют большого значения. Все исходит изнутри. Когда я слышу, что кого-то ограбили или он пережил какую-то утрату, я задаю первый вопрос: «У кого ты недавно украл?» Если на его лице появляется недоумение, я понимаю, что задело чувствительную тему. Если мы вспомним время, когда что-то брали, а затем подумаем о том, что потеряли вскоре после этого, связь между двумя этими событиями может открыть нам глаза. Когда мы берем что-то, что не принадлежит нам, мы почти всегда теряем что-то более ценное. Мы можем взять деньги или какой-то объект, а затем потерять отношения. Если мы украдем отношения, возможно, потеряем работу. Если мы возьмем марки и ручки из офиса, то можем опоздать на поезд или встречу. Эти потери почти всегда наносят нам удар в какой-то важной сфере нашей жизни. К сожалению, многие люди крадут
у крупных компаний, универмагов, ресторанов или отелей, оправдывая это тем, что эти бизнесы могут себе это позволить. Однако такое оправдание не работает. Закон причины и следствия продолжает действовать для каждого из нас. Если мы берем, мы теряем. Если мы даем, мы получаем. Иначе быть не может.